все очень строго. Привет, друзья! С вами Галя Карен. И сегодня мы с вами отправляемся по очень необычному маршруту по Испании. Почему по необычному? Ну просто потому, что сейчас жара, почти плюс 40 градусов, а мы отправляемся в самое пекло. И начало маршрута – это Мадрид. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. Мне это очень важно, и вам это будет интересно. Если бы у Мадрида было сердце, то оно бы билось здесь, среди тенистых деревьев, аллей и прудиков. И да, речь идет о парке Ретира. Это сейчас любимое место отдыха мадридцев. В выходные оно превращается в академию под открытым небом. Здесь проходят музыкальные фестивали, поэтические баталии. Люди поют, танцуют, отдыхают, загорают. А раньше это место было доступно только королям. В 17 веке оно и строилось как резиденция испанских королей. Здесь отдыхали и уединялись короли, ведь парк называется Ретира, и перевод «уединение». Здесь много необычных вещей. Одна из скульптур в мире, редких скульптур, скульптура падшего ангела. И даже считается, что около нее по вечерам появляется привидение. Под прудиком находятся остатки королевского дворца. Также здесь был построен стеклянный дворец, всего-навсего для того, чтобы показывать экзотические растения, внимание, из Филиппин. Интересно, правда? А сейчас здесь катаются на лодке отдыхающие. Вот такой необычный этот парк Ретира. Я тоже люблю сюда приходить, когда бываю в Мадриде, чтобы получить покой, уединение и иногда порисовать. Утро понедельника в Мадриде у меня началось с похода по музеям. Да, в Мадриде многие музеи открыты по понедельникам. В частности, Золотой треугольник, музей Прадо, Королевы Софии и музей Тиссона-Борнемиса. Я отправилась в Тиссон-Борнемиса. Этот музей по понедельникам с 12 до 16 открыт совершенно бесплатно и носит имя коллекционеров, которые собрали эту коллекцию в конце 19 столетия. В 1992 году коллекция была передана испанскому государству, и теперь это музей, входящий в состав Золотого треугольника. Одна из самых крупных частных коллекций в Европе. Она охватывает 7 веков искусства, в том числе итальянский примитивизм, поп-арт, таких художников, как Рой Лихтенштейн, Эдди Уорхол, и также североамериканское искусство начала 20-го столетия. Пошли! Вот, пожалуйста, одна из работ Роя Лихтенштейна, одного из основателей американского поп-арта. Одно из ярких направлений 20-го столетия – это фотореализм или гиперреализм, когда ты смотришь на картину и пытаешься определить, фотография ли это, или это нарисовано художником. Очень специфическое направление. Несмотря на то, что когда мы смотрим на абстрактное искусство, нам кажется многое непонятным, можно обратить внимание, что все художники хорошо знакомы с цветовыми сочетаниями и особенно с композицией. Вот, например, один из экземпляров прекрасного цветового сочетания. Такими цветами часто пользовался в камне Микеланджело. В 20 столетии, как правило, все еще в учебных заведениях знание классического академического рисунка и живописи и композиции было обязательным. Это работа Эдварда Хоппера, одного из важнейших американских реалистов XX века, мастера света, тишины и одиночества. Картина называется «Комната в отеле» и написана она в 1931 году. На ней женщина, сидящая на кровати в гостиничном номере, освещенная холодным дневным светом. Пространство кажется простым, но в нем ощущается глубокая пауза, напряженная тишина и внутренняя жизнь героини. Хоппер умел превращать обычные сцены в истории человеческой уязвимости и ожидания, и эта картина – одно из самых точных выражений его стиля. Правда, он мастер написания одиночества и мастер материалов.
Коллекция музея действительно отличается разнообразием. Также здесь вот, например, находятся работы Пола Клей, одного из величайших художников конца 19-го, середины 20-го столетия, Пола Клей. Историки искусства до сих пор не могут причислить его работы ни к одному из существующих на тот момент направлений. Ну и, конечно же, в собрании коллекции находятся работы Жуана Миро. В музее также находится несколько работ руки Пабло Пикассо. Есть и Поль Сезанн. В том числе здесь присутствуют и работы Марка Шагала, работы Мунка в том числе. В музее есть залы, посвященные импрессионистам. Ренуар, Клод Моне, Берта Моризет – одна из великой семерки, но об этом я подробно рассказываю в своих видео, посвященных импрессионизму. Когда мы говорим «Реал Мадрид», мы говорим не просто о футбольном клубе, мы говорим об империи, об эстетике побед и об истории, которая началась больше века назад и еще продолжится. После художественного музея мы отправились в другой музей – музей Реал Мадрида. В музее Реал Мадрид кубки можно увидеть не только в одном зале. В отдельных пространствах они посвящены ключевым матчам. Звучит гимн клуба, создавая атмосферу триумфа. А еще музей дает уникальную возможность взглянуть на стадион с разных точек – изнутри, сверху и даже с уровня поля. Погуляв по Мадриду, мы отправились смотреть ближайшие пригороды. И первым был Толедо. Алькасар. Сейчас я перемещаюсь по еврейскому кварталу Толедо, и в начале 21 века появились вот эти вот значки, как такой некий туристический новодел, обозначающий, что вы идете по еврейскому кварталу. Вот, я нашла еще один значок. Гуляю я по еврейскому кварталу, и вдруг вижу христианский католический собор. Конец 15 века, пламенеющая готика. Как католический собор мог оказаться на территории еврейского квартала? А все потому, чтобы показать, что все-таки евреи – это подданные испанских королей и платят деньги в казну. Собор был построен Изабеллой Кастильской и ее мужем. Они думали, что упокоятся здесь, что это будет их собор-усыпальница. Но судьба распорядилась иначе. Упокоились они в Гранаде. Вот он, красавец, построенный в стиле пламенеющей готики. Помните эту замечательную историю, что Христофор Колумб сначала просил денег у своих же итальянцев, так как он был итальянцем по происхождению, потом у португальской короны, и в результате денег дала королева Изабелла Кастильская. Но короли для того, чтобы снарядить экспедицию, попросили денег у самого богатого еврея. И вот за моей спиной находится дом этого самого еврея. К сожалению, история умалчивает о его имени. В 2016 году Толедо был объявлен гастрономической столицей Испании. Самая большая фигура Дон Кихота в Испании, сделанная из марципанов. Западный фасад кафедрального собора и ворота прощения. Прихожане, выходя из этих ворот, автоматически получали прощение своих грехов. Очень красивый витраж здесь вот в окне. По высоте собор 45 метров. Здесь захоронен кардинал Педро Гонсалес де Мендоса, один из самых значимых персонажей в истории Испании, который поддерживал Колумба и сыграл огромную роль в объединении Испании. А портал очень красив.
резьба по дереву с позолотой и иногда с красочками. Здесь находится достаточно много картин Эль Греко. При кафедральном соборе Толедо находится музей с уникальной коллекцией живописи и религиозного искусства. Кроме Эль Греко здесь можно увидеть Веласкеса и Гою. Лука Джордано – художник, который писал двумя руками. Перед нами картина Эль Греко «Взятие Христа под стражу» или «Поцелуй Иуды», написанная около 1580 года. Эль Греко показывает момент предательства Иуды. Христос в ярко-красном одеянии, словно источник внутреннего света. Он самый спокойный на этой картине и сосредоточенный, тогда как вокруг кипят страсти и хаос. В левом нижнем углу две женские фигуры – Богоматерь и Мария Магдалина. Они как тихие свидетели происходящего, воплощения сострадания и боли. Их присутствие усиливает эмоциональную глубину сцены. Это не просто религиозный эпизод, а вечная история о человеческом предательстве, вере и достоинстве духа. Картина Франциско Гои. Римский папа Паоло III руки Тициана. В коллекции собора есть работы Рафаэля Санти, в том числе не только Тициана, Гои и Эль Греко. Также в собрании кафедрального собора, чуть не сказала музея, есть работа Караваджо, Иоанн Креститель. Мало того, что сам по себе внутри собор очень красивый, элегантный, он еще обладает классным собранием картин, роскошным просто. Перед вами Эскориал, грандиозный монастырь и дворец, сердце испанской монархии времен Филиппа II. Это не просто архитектурный ансамбль, а символ власти, веры и строгого духа Испании XVI века. Эскориал объединяет в себе монастырь, королевскую резиденцию, библиотеку и усыпальницу, место, где история и тишина дышат в унисон. И начнем мы с базилики. Сейчас я нахожусь внутри базилики в Эскориале. Базилика это чуть больше, чем церковь, но на собор еще по размеру и по важности не совсем тянет. Базилика очень интересна внутри Эскориала. Несмотря на то, что это XVI век, здесь уже отсутствует влияние готики. Скорее можно назвать стиль, в котором она сделана, классицизм и ренессанс. Использовано много мрамора, не так много деталей, все очень строго, что соответствует стилю классицизма. И сейчас я поснимаю, как это выглядит внутри. На самом деле очень праздничное, приятное и комфортное ощущение внутри этого места. Считается, что Эскориал – это место, которое полно тайн, легенд и загадок. Здесь также хранятся реликвии. Возможно, здесь, в этом месте реликвий даже больше, чем в соборе Святого Петра в Риме. Здесь хранится перо, говорят, что самого архангела Михаила. Также здесь хранятся шипы из тернового венца, которое венчало голову Христа в его последние моменты. Поэтому, возможно, именно в этом месте ты чувствуешь себя очень спокойно и хорошо, потому что это место освящено. Картина, которую мы видим вдалеке, имеет некие воротца, и считается, что именно там хранятся реликвии. Эти ворота открываются только раз в году для просмотра, для того, чтобы обычные люди смогли увидеть реликвии, хранящиеся в этой базилике.
Первое, с чем сталкивались приезжающие в Эскориал, потому что вход был за моей спиной, это величие базилики. Сам фронтон со скульптурами под ним а, дает отсыл к римской архитектуре, к величию, к тому, что боги, цари более величественны, более значимы, чем простолюдины. В двух словах об этом можно рассказать вот так. За моей спиной находится библиотека Эскориала. Филипп II был необыкновенно просвещенным человеком, который собирал книги. Изначально он начал собирать с 4000 книг. Сейчас коллекция насчитывает уже 44 тысячи экземпляров. И всех послов, всех приезжающих с каким-то визитом он просил привозить книги. В те века, когда бушевала инквизиция, он умудрялся собирать и запрещенные книги, но очень аккуратно их выставлял и припрятывал, чтобы по корешкам не было понятно, где находится эта книга. Книги покрыты золотом. Считалось, что золото предохраняет книги от солнечного света. И также книги расположены таким образом, что солнечный свет напрямую не падает на книги. И перед входом в библиотеку есть надпись: «Тех, кто украдет книгу, ждет отлучения от церкви». В те годы отлучение от церкви считалось очень серьезным наказанием. Потолок расписывал художник Пеллегрино Тибальди. Многие его обвиняют в том, что роспись очень похожа на роспись Микеланджело в Сикстинской капелле. Но если внимательно присмотреться, можно увидеть, что роспись представляет собой своеобразный каталог по расположению книг. А здесь изображен Небриха, автор Кастильского алфавита. Его именем назван университет, Универсидад де Небриха. Очень достойное учебное заведение в Мадриде. Поверьте мне, я там была, мне очень понравилось. Кстати, королевская семья может всем этим богатством Эскориала пользоваться, но это не передается по наследству, не продается, так как это принадлежит государству. Реплика картины «Мученическая смерть святого Лаврентия», написанная Тицианом специально для Карла V. То есть картина та же, но добавлены атрибуты Испании. Веласкес. Многие картины действительно требуют реставрации. В этом зале можно увидеть работы Тициана и Эль Греко. «Тайная вечеря», неудачно обрезанная по приказу короля. И одна из работ Эль Греко. Веласкес. Многие картины действительно требуют реставрации. Личные покои короля Филиппа II. Так скромненько. Всего-навсего одна малюсенькая комнатка. Король очень много и напряженно работал. Но, конечно, отнюдь не королевские покои. Очень все прям сильно скромно. Вы думаете, что это голубая керамика из Португалии? Нет. В Испании тоже есть места, как, например, Талавера де ла Рейна, где производят эту замечательную синюю краску. Считается, что Португалия известна своей бело-синей керамикой. Нет, в Испании она тоже есть. Посмотрите, какая необыкновенная мужская мода того времени. Да, то есть такие вот розовые колготочки, чулочки мог себе позволить только член королевской семьи. А сейчас мы еще удивляемся балетной пачке и кроссовкам. Тогда тоже много удивительного было. А это такие же по расположению, но чуть более интересные и богато украшенные покои королевы. То есть они такие же небольшие, но чуть более симпатичные и менее аскетичные, чем у короля. Заходя в этот зал, кажется, что вокруг нас
гобелены. Но нет, это настенная роспись. Цвета очень характерные для гобеленов того времени. Зеленоватый, розовый, коричневый и чуть-чуть голубой. А вот здесь, в этих покоях, мы уже можем увидеть настоящие гобелены. Вот здесь сидели дамы в своих пышных платьях. Эти диванчики сделаны для того, чтобы они могли усесться. И вот сюда кидались угольки. Можно было сидеть, разговаривать, обогреваться. Проезжая вдоль Сеговии, я ехала и смеялась. Думаю, что это за Хогвартс такой? А на самом деле это оказался Алькасар. Но совершенно нетипичная для Испании постройка. И все почему? Потому что Филипп II позаимствовал эту архитектуру в Англии и Фландрии. То есть, насмотревшись на замки английские и во Фландрии, он решил построить по архитектуре очень похожее сооружение. Алькасар или Алькасар в переводе с арабского обозначает дворец. И вот сейчас я нахожусь во внутреннем патио дворца. Это оружейный зал. В том числе 2 двери из него ведут в покой короля и в последующие комнаты. Посмотрите, как с годами, друзья мои, все-таки с веками человечество в общем и целом выросло. Вот передо мной сейчас доспехи взрослого мужчины. Сейчас так выглядит, ну, наверное, рослый подросток лет 13. Посмотрите, как выглядит комната для деловых переговоров. С одной стороны просто, а с другой стороны элегантно и со вкусом. Красный зал, тронный зал. Кстати, в Алькасаре Филипп II венчался со своей 4-й женой. Кстати, вот здесь в оформлении Алькасара, во внутреннем его убранстве, очень заметно влияние арабской культуры, потому что центральная часть Пиренейского полуострова и юг Испании, Андалусия, много веков находились под владычеством арабов. В торце этих покоев мы видим настенную живопись самопровозглашения королевой Изабеллы Кастильской. Дверь, ведущая влево из оружейного зала, ведет в покой короля и королевы. Посмотрите, какое интересное сочетание ажурной резьбы, настенных росписей, потолка и мебели. Потрясающий зал королей. Здесь изображены скульптуры всех кастильских королей, начиная еще с вестготских времен. Старая часть замка была построена в XI веке. Дальше 14-15. И есть еще части, в которой сейчас мы и находимся, это 16 век. Именно в этой часовне венчался Филипп II со своей 4-й женой. Здесь почти осталось все так же, как и было при нем. Именно около этого колодца заканчивается древний Сеговийский акведук. Оружейная Алькасара, необыкновенная красота. Церковь Святого Андрея – одна из старинных церквей в романском стиле. Это собор Святого Фрутоса, он покровитель Сеговии. У него в руках книга жизни. 21 октября мэрия устраивает праздник, угощает на площади всех чесночным супом. Люди стоят и смотрят, они ждут, когда Святой Фрутос перевернет страницу. И так начинается новое летоисчисление. Собор Святого Фрутоса открыт до половины 10 вечера. Собор начали строить в 1525 году. Пока собор не был достроен и освящен,
Служба проходила здесь, в часовне непорочного зачатия. Это зал капитулов, где собирались монахи. Музей при соборе Святого Фрутоса. Есть картины, которые нарисованы на стекле. Есть картины, которые нарисованы на мраморе. Есть картины в стиле Гризаль. Маленький, очень милый музейчик. Вот, например, да, то есть то, что написано на стекле, ощущение, что оно светится изнутри, имеет очень яркие цвета. Вот это написано на мраморе, на изображение в стиле Гризаль. Это черно-белое изображение в один цвет. Чаще всего это охра или сиена, то есть цвета земли. Либо же чаще всего черный цвет, да, то есть это градации черного, серого и белого. Сейчас я нахожусь на Пласа Майор. Посмотрите, здесь есть все, мэрия, часы. Посмотрите, какой красавец собор Святого Фрутоса со стороны. Площадь очень приятная, необычная, с павильоном. И вдали находится церковь Святого Михаила. На этом я завершаю свой первый рассказ о поездке в Мадрид и по Испании, потому что поездка получилась очень насыщенной, и пришлось разбить свои видео на две части. То есть будет вторая серия, смотрите обязательно продолжение. Выкидывать что-то из поездки было очень жаль, поэтому видео получилось очень объемным, эмоциональным, интересным, с большим количеством фактов. Короче, продолжение следует. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. И обязательно приходите на мои живые экскурсии, которые я провожу в Барселоне и ее окрестностях.